Приветствую вас на YouTube-канале Дневник специалиста. С вами, как всегда, Икрам, и в этом очередном выпуске мы рассмотрим некоторые возможные риски заключения договора на ремонт жилья с подрядчиком, физическим лицом. Детально разберем по группам и обсудим некоторые другие необходимые нюансы этих правовых отношений. Поэтому досмотрите видео до конца, подписывайтесь на канал, жмите лайк и пишите свое мнение в комментариях. Ваше мнение — это самое важное для нас. Итак, начнем. Гражданское законодательство России предусматривает совокупность общих принципов, касающихся свободы сторон в процессе заключения договоров, что может сопровождаться рядом рисков и возникновением спорных ситуаций. В частности, если говорить о рисках заключения договора на ремонт жилья с физическим лицом, то и тут их можно встретить, так как они многочисленны и связаны с большим количеством нюансов, которые в обязательном порядке необходимо принимать в учет. В первую очередь, следует остановиться на ключевом отличии договорных отношений в рамках гражданского и трудового права. Это необходимо для того, чтобы понять природу и спецификации рисков при заключении договора на ремонт жилья с физическим лицом. В процессе трудовых отношений предполагается осуществление работ по конкретной специализации, квалификации либо должности. В сравнении с трудовым договором, применительно гражданско-правовым соглашением на первый план выступает не сам процесс работы, а ее итоги, результат, который подрядчик должен представить заказчику, что следует особо подчеркнуть. Итак, с позиции систематизации рисков представляется целесообразным дифференцировать их на следующие группы. Первая группа представлена внешними рисками, то есть речь идет о ситуациях, при которых нежелательные обстоятельства не имеют прямой связи с волей сторон. Есть ряд мероприятий по поддержке строительной отрасли ЖКХ. Главным образом они сопряжены, например, с внесением поправок в нормативно-правовые акты, и также с изменением практики правоприменения. Но вторая группа рисков принадлежит категории внутренних. Они связаны со структурой гражданско-правового договора и, конечно, с волей сторон. Рассмотрим их более подробно и с актуальной для заказчиков детализацией. Так, риски при заключении рассматриваемого договора могут быть обусловлены отсутствием либо некорректным согласованием соглашения перечня существенных условий, что влечет за собой недействительность договора. Или же некоторые риски, связанные с внесением в соглашение условий, которые впоследствии могут быть пересмотрены судебным органом с учетом предшествующей судебной практики. Тут не следует в том числе игнорировать риски, касающиеся недобросовестных действий подрядчиков. Тут в качестве примера можно привести подделку подписи. Это же хулиганство! Также и те, которые могут проявиться уже после подписания договора подряда, связанные с ненадлежащим исполнением и некорректным оформлением документов. Данные риски можно предусмотреть на этапе составления договора и разрешить спорные ситуации посредством переговоров, если в качестве цели выступает достижение компромисса, а не злоупотребление правами с намерением получить дополнительную выгоду. В противном случае риски усугубляются затратами времени на судебные разбирательства, а причиной становятся ошибки, допущенные на этапе сделки. Отдельное внимание важно обратить на риски, связанные с некорректным определением предмета договора. Запомните, без этого элемента не может существовать ни одно соглашение. При характеристике предмета четко прописывается то, что обязан сделать подрядчик в рамках ремонтно-отделочных работ. Также ключевым является указание на обязанность заказчика касательно приемки и оплаты работы. Эти пункты договора весьма значимы, в связи с чем прописывать их следует отчетливо и детально. И с целью предотвращения рисков при заключении соглашения необходимо, в частности, предусмотреть следующие моменты. Во-первых, каким образом будет определяться состав работ? Посредством, например, сметы, технического задания. Также заранее необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений, то есть при возникновении соответствующей необходимости в будущем в отношении объема и содержания выполняемых подрядных работ. Более того, при заключении договора ряд рисков касаются, так сказать, некорректной идентификации объекта. Здесь речь идет о правильном указании адреса жилья и сопутствующих реквизитов недвижимого имущества. Кроме того, при предупреждении рисков следует учитывать, что ремонтно-отделочные работы сопровождаются использованием разных материалов, что следует предусмотреть в соглашении условия касательно того, подлежат ли включению расходные материалы в стоимость реализуемых работ.
Также в качестве важнейшего условия договора подряда выступают сроки. Поэтому с целью предупреждения рисков их несоблюдения необходимо письменно их задекларировать. Здесь указываем срок начала работ. Речь может идти, например, об определенной дате, моменте подписания соглашения, либо событии, которое должно неизбежно наступить. Естественно, и срок окончания работ. То есть благодаря рассматриваемому условию закрепляются хронологические рамки, в пределах которых оформляются договорные отношения. Определенные риски также могут быть связаны с порядком расчета, который осуществляется, например, авансированием. Тут возможен полный или частичный, или оплата осуществляемых работ по этапам, либо оплата после подписания акт, сдачи приемки и так далее. Тут вы сами понимаете, в контексте риска для заказчика вариант с полным авансированием рассматривается как наименее оптимальный. Это только аванс. Что касается акта сдачи приемки, то только после того, как он будет подписан, ремонтные работы можно считать завершенными. Вместе с тем, риски также могут быть связаны с обнаружением недостатков уже после подписания соответствующего акта. Тут можно сказать, что даже если недостатки проявятся позднее, для заказчика закреплены в законе определенные рычаги для защиты своих прав, но при определенных обстоятельствах. Таким образом, юридически грамотно составленный договор подряда способен обезопасить заказчика от потенциальных рисков и недостатков в результатах работ, что следует особо подчеркнуть. Здесь ключевым фактором выступает правильное оформление и заключение договора. От того, как составляется соглашение и какая формулировка условий в нем содержится, зависит успешность итоговых результатов. Но в любом случае решение принимать только вам, и чтобы не ошибиться, обязательно держите в поле зрения правовую сторону вопроса. На сегодня это все. Ну и в завершение от вас колокольчик, лайк, репост, подписка на канал. Для нас это важно, для всех нас. До встречи!